Всем привет! Сегодня 6 декабря, и у меня сегодня день пикировки цинерарии в большей емкости. Одна пикировочка у меня уже была, я ее пересаживала вот в такие стаканчики. Но сейчас уже смотрю, что нужно пересаживать, потому что растения, им не хватает места в этих стаканчиках, и они хлорозят. Вижу, что лист светло-зеленый. В общем, нужно уже пересаживать их на постоянное место, где они будут расти, цвести, и хорошо кормить их. Буду пересаживать вот такие стаканчики. Диаметр 9 сантиметров. Грунт покупной, торфяной, универсальный. Сеяла я семена цинерарии 3 сентября. Это я хочу, чтобы растение зацвело к 8 марта. Его нужно сеять в августе. И крайние сроки начала сентября. Я посеяла 3 сентября. И мне кажется, что это немножко поздновато. Потому что до 8 марта осталось буквально 3 месяца. А растения у меня не совсем хорошие. Вот корневая уже начала оплетать колечко. Вот показываю вам. И поэтому нужно срочно пересаживать. Стараюсь не разрушать земляной ком. Всходы появились на 7-й день. 3-го я их посеяла, 10-го появились всходы. Так, высаживаю по семядольные листики. Вот так получился. И когда полностью раскрылись семядольные листики, это было 16 сентября, я сразу же пролила кальциевой селитрой для того, чтобы укрепить ткани растения. Это было первое удобрение для цинерарии. У меня есть задумка, когда она зацветет, снять полностью видео от начала до конца выращивания, до цветения. Показать, какими удобрениями подкармливала, как она развивалась и росла. Видео по цинерарии. Примерно в конце октября я уже пересадила цинерарию из общей плошки по отдельным стаканчикам. Это прошло примерно, ну, где-то чуть больше месяца. Когда нужно пересаживать, видно по растениям сразу, потому что растение становится угнетенным. Не такой яркий цвет у листиков. Видно, что ему не хватает объема, не хватает питания. От многих блогеров я слышала, что цинерария вообще растет без подкормки, без удобрений. Но, ребята, это неправда. Я тоже так посадила, ждала, пока оно будет развиваться хорошо, растение. Но пока не начала подкармливать, я не увидела ничего толкового с растения. Вот как только сделала первую подкормку, сразу увидела, что растение начало расти, поэтому сразу же говорю вам,
удобрения для цинерарии нужны. Возможно, как вариант выращивания без подсветки. Потому что растение зимнее, оно любит расти в прохладных условиях. Но удобрения нужны обязательно. Стоит это растение у меня на веранде, где температура от 14 до 18 градусов. Когда солнышко на улице, веранда освечивается солнцем, греется, температура поднимается. Когда нет солнца, температура опускается. Подсветку включаю только вечером. С 6 примерно до 10 вечера. Через 8 дней после пикировки в отдельные емкости, каждый росточек, когда грунт немножко просох, я подкормила универсальным удобрением. Но в дальнейшем немножко поменяю тактику подкормок и сниму вам отдельное видео. Как только вот грунт просохнет, я сразу же буду проливать удобрением и покажу вам, какое я удобрение буду делать. Там мы ездили в питомник, и женщина, которая занимается, выращивает цветы в питомнике, она мне подсказала удобрение, которым пользуется она для рассады. Ну, я собственными глазами убедилась, что это удобрение у них действует, у них все зеленое, все красивое, рассада не болеет, ничего. Поэтому я себе взяла на заметку такое удобрение и поделюсь им с вами. Сейчас пересаживаю самые большие, потому что у меня таких емкостей немного. Вот сколько понаходила у себя. Сейчас пересаживаю. Остальные емкости заказала, уже где-то идут по почте. Как только придут, буду досаживать еще. Пересаживать на постоянное место лучше в емкости объемом 800 или литр. Растения с крупными листьями, мощными, красивыми. Красивая шапка цветов. Поэтому нужно, чтобы объем у горшочка был, ну, не совсем маленький. Проливаю обычной простой водичкой. Слегка, потому что грунт влажноватый. Только для того, чтобы убрать пустоты при пересадке. Чтобы водичка уплотнила грунт и не было пустот вокруг растения. В цинерарию лучше проливать очень мало. Она не любит сильного переувлажнения. Ее лучше не дополить, чем перелить. Поливать по мере просыхания почвы. Вот вы увидели, что почва сухая, можно пролить. Если чувствуете, что почва сверху уже сухая, а внутри еще влажноватая, значит поливать не стоит. Время от времени буду показывать вам, как развиваются мои растения и успеют ли они зацвести к 8 марта. Мне очень хочется, чтобы у меня были цветущие растения уже к нашему женскому дню. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь на мой канал и будем вместе смотреть, получится у меня что-нибудь с этих растений или не получится, потому что высаживаю, сею я это все первый раз и выращиваю первый раз. Всем, кто оставался со мной, всем спасибо за просмотр, всем пока.